Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить самую лучшую модель от звезды на данный момент. А почему это так, вы узнаете в этом видео. А это БМП-3 в 35-м масштабе. Итак, поехали! Российская боевая машина пехоты в 35-м масштабе, и она вышла в этом году, и она довольно часто мелькает в новостях, и мы можем видеть ее в хронике. Поэтому довольно интересно ее собрать и сделать боевую машину, которая, можно сказать, участвует в современных боевых действиях. А купить все новые модели от фирмы «Звезда» и не только вы можете в магазине «Модельная лавка». Также в магазине широкий ассортимент красок и бюджетного инструмента от фирмы «Мачете», которым я и сама пользуюсь. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мою деятельность. А для бывалых покупателей действует промокод Dasha. Ссылочка на магазин и промокоды есть в описании к видео. На обратной стороне собранная модель. И неизвестный автор довольно интересно ее окрасил, выбрав довольно светлый оттенок, и при этом каждая грань имеет разный оттенок. То есть вот видите, борта они более темные, а верхние грани довольно светлые. Видите, башня, щиток имеет один цвет, а сама башня другой. И мне кажется, это довольно интересно, но при этом мне кажется, что смывка, которая вот показывает все эти углубления на модели, сделана немножко грубовато. Я бы ее сделала более размытой, более естественной. Конечно, выделять нужно, но не так агрессивно, на мой взгляд. А так очень интересно и детально мы можем рассмотреть, как каждый лючок выполнен у модели, и даже ходовую часть разглядеть. Давайте приступать к сборке. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Boosty. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Boosty. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. Внутри коробки у нас пакеты с деталями и довольно много литников. И инструкция со схемой окраски, а также декалями и прозрачными элементами. Мы их можем положить пока в сторонку. Интересно посмотреть, как звезда предлагает нам окрасить эту модель. И логично представить ее в парадном варианте и также на вооружении сил Российской Федерации. В 2010 году она имела вот такой интересный камуфляж. Ну и также третий вариант, он предлагает сделать эту БМП в составе войск армии Республики Корея в 2000-е годы. Это тоже довольно интересный вариант. И надо поинтересоваться этим вопросом, как российские БМП оказались в Корее. А по деталям, наверное, интересно посмотреть ходовую часть. Интересно, что гребни гусениц у нас идут отдельной деталью, а сами гусеницы полунаборные. Начинаем. А начну я со сборки с 5-го шага. И здесь я буду собирать так называемую ванну корпуса. Ну, собственно, на эту часть, на эту фигуру и похожа эта составляющая корпуса БМП. И при помощи бокорезов освобождаю аккуратно, стараясь не задеть саму деталь, и при этом убрать как можно больше изъянов от этой вот поддержки рамочки. Теперь также при помощи бокорезов я дочищу. И теперь мне понадобится надфиль. И также вот эти пеньки от рамочки я удалю максимально незаметно, чтобы это было, что здесь когда-то была какая-то поддержка. Так, и следующие две детали — это А36 и А13. Это вот боковые панели. И также я их при помощи бокорезов освобождаю. Теперь обрабатываю. Итак, детали я все подготовила и располагаю их точно так же, как на схеме. Так довольно просто сориентироваться, что куда и как соединить. И давайте начинать. Начну я с борта.
Так, выравниваем. Итак, просто идеальная ванна у нас получилась. Переходим к следующему шагу. А теперь я перехожу к установке верхнего бронелиста на наш корпус. И на удивление получается все очень классно. Так, теперь при помощи клея фиксируем. А теперь я перехожу к установке катков, и тут все довольно просто. Смазываю клеем торсионы, и теперь просто надеваем до упора. Так, и с другой стороны делаю то же самое. И теперь я перехожу к сбору полунаборных гусениц. Они состоят из двух частей. Интересно, что уже из литника верхняя планка гусениц имеет уже неровности в виде провиса. И это довольно интересно. И не нужно самостоятельно как-то это реализовывать. Теперь я промазываю клеем и вставляю гребни. Такая гусеница у меня получилась. Ее можно положить вот так. И теперь я перехожу к установке гусениц. И, кстати, при сборе гусениц я советую вам получше обращать внимание на вот эти вот маленькие сноски, которые показывают, как должна быть установлена верхняя и нижняя часть гусеницы. То есть это очень важно при стыковке всего полотна. Так как ленивец у меня еще не установлен, не зафиксирован точнее, у меня гусеница имеет небольшое движение. В принципе, это даже хорошо. И все, гусеница установлена. Сейчас я перехожу к установке люков десантного отделения, и начну я с верхних. Теперь перехожу к установке задних люков. Также надо внимательно следить за тем, где находятся ручки. Петли. Так. А теперь я закрою люк механика водителя и также соседние люки. При желании можно этот люк сделать открытым. За кадром я собрала башню. Тут тоже ничего сложного, в принципе. И сейчас я установлю орудие. И теперь я ставлю башню на свое место. Я сопоставляю вот эти два отверстия с этими двумя штыречками и проворачиваю. Все. После сборки и обезжиривания модели я загрунтовала БМП, и для этих целей я использую грунт в аэрозольных баллончиках от фирмы «Звезда». Он, конечно, дороговат, но пока это единственный для меня выход. И говорят, что недавно вышли новые грунты от фирмы Gemscale, и надо будет их как-нибудь попробовать, а перед грунтовкой я обезжирила модель в мыльной воде у себя на кухне. После того, как грунт высох, а происходит это примерно спустя 6 часов, я нанесла на некоторые части модели черный цвет. И таким образом я перестраховалась на случай непрокраса щелей основным цветом. Ведь черный цвет довольно часто встречается в природе, и он более естественный, нежели светло-серый. А базу я нанесла оттенком NC1200 от фирмы Gemscale. И пока это единственный правильный, на мой взгляд, цвет для российской современной бронетехники. А в этом году я собрала почти все новинки от фирмы «Звезда», и я пропустила только Dodge 3/4 с лебедкой, так как эта модель мало чем отличается от прошлогодней новинки. И пока что это лучшая по своей стыкуемости и сборке модель. Все детали даже со сложной геометрией стыковались идеально с минимальными зазорами. Конечно, на деталях были следы половинок пресс-форм, но они благодаря мягкости пластика довольно легко зачищались.
А насчет копийности и количества заклепок я не могу вам полностью ответить. Думаю, что в комментариях более сведущие люди напишут про косяки этой модели. Но я точно могу сказать, что такую модель можно с уверенностью дать новичку. Ее довольно сложно собрать очень плохо. А пока я окрашиваю гусеницы, катки и другие элементы БМП в нужные цвета, я хочу вам рассказать, как мои модели спасают человеческие жизни. А заголовок этого видео довольно странный, и вы можете посчитать это все сказанное ниже бредом, но давайте пофантазируем. Совсем недавно мне попало видео, где на прототип одной из моих моделей, буханки Софии, попал вражеский снаряд. И да, так, что пробив крышу, он пролетел через полсалона и вышел из автомобиля. И не сдетонировал. И при этом сама буханка и ее экипаж по счастливой случайности добрались до пункта назначения целыми. А видео показываю я без звука, потому что там мат, и это неудивительно. И тут мне пришла идея, что если созданная мной модель буханочки стала как бы аватаром настоящей машины и как бы ее оберегом. И если вы в комментариях напишите, что это бред, то я точно не обижусь. И тут я вспомнила еще один случай. Ровно год назад я строила модель танка Т-72 с личным именем Даша и надписью «Ельня» на стволе. И спустя примерно полгода после постройки я узнала, что на тот момент сам танк и его экипаж был жив. Вы, я думаю, можете догадаться, сколько в среднем живут танки на поле боя. Ну, я думаю, что это совпадение, а возможно и нет. Ведь когда любой моделист строит модель, он как бы вкладывает душу в свою поделку, и тем самым, пусть и не по своей воле, даруя ей некоторые неосязаемые силы. И особенно, если ты пытаешься воссоздать реальный, конкретный прототип. Возможно, конечно, это бред, но 2 случая – это уже больше, чем просто случайность. А в данный момент я строю 2 разных Урала. Это модели боевых товарищей моих зрителей, участвующих в военных действиях. И дай бог, что моя теория сработает. А если это так, то мне придется делать явно больше, чем 50 моделей в год. Впервые широкая публика увидела новый БМП-3 во время парада на Красной площади 9 мая 1990 года. И к тому времени машина уже успела хорошо себя зарекомендовать в войсках. БМП-3 сильно отличается от предшественников БМП-1 и БМП-2, и в первую очередь различия касались корпуса и компоновки. Это поколение БМП считается одним из хорошо защищенных и хорошо вооруженных. При этом БМП-3 сохранил плавучесть, как и его предшественники. Основным орудием для БМП-3 является 100-мм пусковая установка, способная совершать до 10 выстрелов в минуту. Если у БМП-1 и БМП-2 двигатель располагался в передней части слева от механика-водителя, то у БМП-3 его переместили в заднюю часть, как у классических танков, опустив максимально вниз, чтобы обеспечить более или менее удобный выход десанта. Машина получилась крайне живучей, и в настоящее время ее эксплуатируют более 1,5 десятков различных стран, часть из которых являются союзниками России. Ирак, например, заказал не менее 500 единиц. БМП-3 также есть и в Корее, Кувейте и Венесуэле. А смывкой я не просто выделю рельеф модели, но и задам художественный настрой. Сделаю зеленые поверхности БМП более разнообразными. То есть я где-то смою излишки смывки, а где-то наоборот ее оставлю, чтобы она специально казалась грязью. Но и без приема масляных точек тут тоже не обойтись. А на оттенке NC1200 классно играться с охристыми оттенками точек. И растушевываю точки я при помощи художественного White Spirit. А методом сухая кисть я выделю выступающие элементы. И, по-моему, я чуточку переборщила, и БМП у меня получилось несколько белесой.
А под конец своих работ над БМП я пожелезню траки методом сухая кисть. И вот такая боевая машина пехоты у меня получилась, и это довольно интересная модель. И я ее рекомендую к постройке как новичкам, так и опытным моделистам. А если вам нравится мой контент, и вы хотите получать больше материалов про меня вне контекста моделизма или техники, то я рекомендую подписаться на мою страничку на Бусти. Ссылочка на нее будет в описании. До новых встреч. Пока-пока.